Евгений, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вы нашли свое призвание? В танцы я пришел в 5 лет. Конечно же, в том возрасте я еще не мог воспринимать, понимать, нравится мне это или нет. И любимая мама отвела меня на, собственно, первый урок хореографии. Параллельно с этим меня отдали на футбол, потому что в 5 уже даже лет я понимал, что я обожаю футбол. Я очень люблю футбол и хотел стать лучшим футболистом в мире. Но также мне понравилось, что в нашем танцевальном классе было огромное количество девочек и, наверное, 2 или 3 мальчика. Вот. И мы, конечно, были на расхват, потому что это парные танцы. Вот. И эта ситуация меня очень вдохновляла и очень нравилась. Какое-то время это все совмещалось. Серьезные занятия танцами, серьезные занятия футболом. В детстве стеснялся, что я занимаюсь танцами, потому что в школе, помимо отличающейся фамилии от всех остальных, фамилии Папанаишвили, которой я всегда гордился и горжусь, признаться одноклассникам в том, что я еще занимаюсь танцами, это было... В то время это не понимали. Поэтому какое-то время это скрывал, но, собственно, где-то лет в 12 уже такой был осознанный выбор. Сдал бутсы, форму футбольную нашему капитану и с головой ушел уже в тренировки, уже были только танцы. Были турниры каждую неделю, каждые по 2 раза в неделю во всех странах, во всех городах. Огромное количество побед, поражений, опять побед. Но без этого я уже точно не представлял свою жизнь. Евгений, расскажите, пожалуйста, про свои корни. Всегда гордился и горжусь своими корнями. Отец у меня родился в Батуми. Буквально недавно я был там. Собственно, последний раз до 90-го года мы с родителями каждый год туда ездили на все лето. И вот последний раз я был в 90-м году, и перерыв был практически 22 года. Вот я недавно побывал. Это, конечно, невероятно красивый город и огромное количество родственников, которых я обожаю. И я потом, наверное, я был там 3 дня, я смог выбраться только на 3 дня, но не ел я потом, наверное, еще неделю. Вот, потому что ко всем родственникам нужно было заехать, везде стол. Евгений, расскажите, пожалуйста, с какой целью вы приезжали в Грузию? Вы там выступали? Нет, я ездил, мы с братом, на самом деле, ездили просто увидеть родственников, встретиться, отметить его день рождения со своим старшим братом. Евгений, я думаю, поклонникам будет интересно узнать ваши дальнейшие планы и где мы вас можем увидеть в ближайшем будущем. Всю жизнь очень любил преподавать и преподаю с 14 лет. Просто люблю учить людей танцевать. И очень много уже, очень большого опыта. Была мечта открытия своей школы. Недавно она осуществилась. У меня открылась пока одна школа танцев Евгения Папанаишвили в Москве. Вот. В планах сеть школ и не только в Москве, в других городах и, возможно, даже в других странах. Невероятное счастье видеть счастливых людей, занимающихся танцами, видеть, как их жизнь меняется, как меняется настроение, меняются какие-то позиции жизненные, приоритеты.